Всем привет! Банк Людей совместно с Еврорадио продолжает цикл передач «Беларусь-2030», в котором мы обсуждаем перспективы Беларуси в этот скромный период. Сегодня наш гость – аналитик Сергей Чалый. С ним мы обсуждаем, в каком состоянии экономика Беларуси и отдельные ее части доживут до 2030 года и доживут ли, собственно. Да. Ну что, Сергей, может, начнем с самого страшного. Как там наше предприятие «Зомби»? Да, так же, в общем-то, слушай, их количество увеличивается, да. Я вообще хотел бы начать, может быть, больше сверху вниз. Давай сверху вниз. Вот, потому что, на самом деле, чем важен этот период до 30-го года, вот эта пятилетка, как они там называют ее, там, качество или чего там у них. Вот, это действительно совершенно новый этап в развитии, ну, или, скорее, инволюции белорусской экономики, потому что впервые я вижу, что, в общем, как бы такое ощущение, что все махнули рукой. Это, на самом деле, довольно неожиданный вывод. Я много пытался понимать вообще, чем же они занимаются. Вот. И у меня общий вывод, если надо будет, я попробую его доказать. Если он кажется интуитивно понятен, то нет, и мы пойдем дальше. Смысл заключается в том, что период, который мы сейчас наблюдаем, он похож на последние годы Российской империи, он похож на последние годы Советского Союза. Почему? Потому что, значит, когда большая система, значит, дышит на ладан, самый важный фактор, по которому можно судить, что это так происходит, это когда основные стейкхолдеры, значит, системы, они, в общем, плюют на ее будущее и начинают заниматься своими собственными делами, когда никто не заинтересован в продолжении существования этой системы. И мне кажется, что сейчас, ну, я говорю про экономических агентов, да, ну, то есть, вот как, например, перед Российской революцией там все от интеллигенции до монархистов хотели, значит, того, чтобы эта система прекратила свое существование, ну, превратилась там, в конституционную монархию или что-то еще, да, кто, в конце концов, отречение подписывал. То же самое было в Советском Союзе. Поздний я был достаточно взрослым человеком, хорошо это все это помню, что, в общем, всем было плевать. И вот буквально это происходит вот на рубеже вот этих ненужных выборов, да, там, типа, что вот же сейчас же там все наконец. Но нет. То есть, я вижу, что значит, система, которая держалась на энтузиазме людей, ну, начиная, например, я не знаю, вот Калаура можно назвать, да? Абсолютно. Казалось бы, ну, то есть, можно было сказать, да, вы там сами как хотите, там, собственно, что сейчас и происходит, ну, Головченко, ну, можно уже и Головченко на Нацбанк. Слушай, да можно уже и Карпенкова, сейчас уже не важно. Уже, вот именно, но просто фокус в том, что система держалась не благодаря гениальности Лукашенко, как он, конечно, все себе приписывает, что там без него бы картошку не перебрали, там вот этот микроменеджмент, который уже давно нет, там уже все вот это сделайте мне. И вот были люди, которые делали. А сейчас я вижу просто массовое настроение, значит, от снизу доверху о том, что да, типа, что вы хотите? Ну, вот мы вам там сделаем. Слушай, они не хотят больше или граничные условия поставлены так, что они просто не могут? Ну, во-первых, это давно уже было так. Лукашенко, если ты помнишь, он же всегда любил, я его называл стихийным буддистом, потому что он канами своим чиновникам говорил, дайте мне девальвацию, дайте мне равновесный курс, но без девальвации, значит, дайте мне частную экономику, но без приватизации. Ну, в общем, вот как бы пойди туда не знаю куда, и, значит, или как там, сделайте мне равновесные цены справедливые, но так, чтобы, значит, они находились вне предела того, который устанавливается рынком. Ну, вот так не работает. Это давно уже так. Скорее, они, значит, поняли, что ну, действительно, и ну и к чертям. И нет смысла уже даже это спасать, потому что такое количество нужно соединенных усилий для того, чтобы что-то можно было сделать. Поэтому давай мы лучше просто как бы вот будем на него смотреть, вот как банкиры примерно. Вот что ты нам расскажешь, что у нас там купюры плохие, да, там типа светятся, там, значит, ультрафиолет. Ну, хорошо. Ну, то есть, как бы... И он сам же, ну, видно же, что он бесится, потому что он не понимает, типа, что делать. И мы вот все вот это вот, значит, постепенное как бы обрушение системы. Второй элемент, который мне позволяет говорить о том, что это похоже на конец Советского Союза, это когда интересы людей начинают быть несоположены, личные интересы с интересами страны.
когда... Это вот последний феномен буквально, может, года чуть дольше, когда, я, по-моему, про это уже рассказывал, что это видно по даже расследованиям, что если раньше, значит, бизнес-модель государственная была какая? Мы в качестве прокладки вставимся, ну, например, торговый дом БелАЗ, да, но это все равно государственная контора, это все равно там президентский спортивный клуб или там хрен пойми что, но в любом случае это просто другой карман, но карман государства. Теперь мы видим, что везде начинают вставляться там родственник Шеймана, там, значит, младший, совсем младший Лукашенко, там, да, то есть, как бы, ну, это уже полностью частные люди. Это, ну, давай хотя бы мы вот... То есть, это не то, что там после нас хоть потоп, да, а это ситуация, когда, ну, мы во время потопа как бы деньги-то и зарабатываем. Вот. Это ситуация, которую, на самом деле, крайне сложно развернуть какими-то... То есть, ну, у Лукашенко нет инструментов сказать этим людям, перестаньте так делать, потому что он первый, кто так делает. Ну, и они смотрят, говорят, ты хорошо, и как к тому же Жванецкого народ продолжает там откручивать гаечку. Ну, это форма коррупции или это что-то иное уже? Понимаешь, в белорусской системе нет коррупции. В белорусской системе коррупция – это способ ее существования. Это воровство по чину. Да, воровство по чину. В этом смысле в плохо устроенных обществах коррупция, то есть там, где плохо работают институты, коррупция сама по себе институт. Она позволяет, это, грубо говоря, она позволяет, как сказать, она не песок в системе, значит, в шестеренках, а она, наоборот, как смазка, она позволяет быстрее решать какие-то вопросы. Это не коррупция, это в том плане, что, как сказать... Есть такой термин «захват государства», да, когда, значит, частные интересы... Я хотел сказать, что это как-то смесь коррупции с приватизацией, да, бандитской. Есть такой политэкономический термин «захват государства», state capture. И иногда он называется regulatory capture, но здесь скорее именно state capture. То есть то, что, например, в России называлось семибанкирщина, вот это вот все. Когда ты под себя, значит, и законодательное решение принимаешь, и регулятивные любые, и, в общем, по большому счету, государство работает не в интересах всех, а в интересах там какого-то класса, или прослойки, или чего-то еще. Вот. Здесь такое ощущение, что они разуверились даже в эффективность самого государства. Потому что то, что мы видим решение государства, это из серии там, так, кто нам, значит, за это сейчас будет ответственен? Давайте вы. А, вы не хотите? А что вы хотите, чтобы вы это делали? Вот как он банкирам говорит, что вы хотите? Хотите криптовалюты? Ну, будет вам криптовалюты. Говорит своим, значит, местным органам власти, говорит, что вы хотите? Чтобы налоги у вас там оставались, и чтобы вы там могли и дальше, значит, сращиваться с местным бизнесом, да, ну, хорошо, давайте, ну, только сделайте мне хорошо, но при этом никто не может сформулировать, что же это хорошо. Это новая совершенно качественная ситуация, в которой вот, ну, она накануне вот такого растаскивания. И вывод, который я собираюсь сделать в последней экономике, значит, он как раз об этом и говорит, что мы начинаем наблюдать удивительным образом новый передележ собственности, или точнее того, что останется на руинах от экономики и политической системы. Слушай, ну, руины, это как-то звучит прям уже совсем пессимистично, да? Ну, вот, в конце концов, зомби в этом состоянии существуют достаточно времени, и кажется, что До тех пор, пока был денежный поток, который позволял их поддерживать. Ну, это же всегда так. Значит, а сейчас мы видим, что... Ну, во-первых, Лукашенко врет, когда он говорит о том, что я сохранил все предприятия. Мы знаем, большое количество их просто прекратило свое существование, да, и промышленных предприятий, и у нас целые отрасли пропали. Ну, то есть, у нас когда-то было собственное автомобилестроение. Ну, в принципе, то, что оно превратилось, ну, это отверточная сборка из китайских запчастей, ну, вряд ли это отрасль. Да, у нас было приборостроение. Даже частное. У нас была радиоэлектроника. Ну, как бы, куда это все делось? Ну, то есть, это... Все вот эти отрасли с высокой добавленной стоимостью, это прямо хорошо видно, если смотреть на протяжении там, десятилетий, сравнивать там, доля, скажем, в мировой торговле, и видно, как все наши соседи по Европе, они нарастили свое присутствие в этих отраслях, а Беларусь вот этот высокий и средний передел она потеряла. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, мы же видим, что это тоже, кстати, подтверждение тезиса о том, что всем, в принципе, плевать. Это вот эта идея,
что, похоже, что как-то уже не спасти. Да? Давайте лучше построим новый китайский завод. Абсолютно. Вот Мотовела не спасти, давайте построим новый китайский завод. Вот Атлант не спасти, давайте построим новый завод стиральных машин. Да? То есть, и так, в принципе, по идее, будет происходить. Потому что давно уже все абсолютно говорили люди, что в Беларуси гринфилд гораздо эффективнее и проще. Да? Это как в свое время... Японцы, значит, им предложили АвтоВАЗ спасать, потом все-таки французов затянули, но сначала это были японцы. Они сказали, хорошая площадка для тренировки бульдозеристов. То есть, это реальная цитата. Значит, вот, то есть, это не место проклятое, да, просто что вы с этим будете делать? Вам же это не отдадут, там, условно говоря, там, за... И, по идее, должны уже даже приплатить за то, чтобы это взяли, потому что там они все обременены долгами и так далее. Но смысл в том, что гораздо проще действительно построить по новым технологиям новое производство, чем спасать все то, что осталось. Вот это вот, которое он поддерживал, и которое деградировало, и которое разрушалось. И пока денег хватало, потока наличности, да, значит, в принципе, система-то ведь была какая? Вся экономика Лукашенко, она была построена по принципу «мы внешне, снаружи деньги найдем», да. Вся матрица эффективности белорусской экономики, за исключением там буквально нескольких сырьевых отраслей, она была отрицательная. То есть, она существовала благодаря тому, что мы можем эти деньги где-то найти на все это. Вот. То есть, все, что его интересовало, это вот именно этот советский сектор, оставшийся еще ему в наследство, которым он хвастался. Вот. И параллельно рядом, конечно, вырастало, значит, все эти частные отрасли. Но проблема в том, что длительное время... государство считало, что что-то выросло, значит, как-то вы слишком хорошо жить стали, давайте теперь делиться. Там, да? Это видно буквально везде, это видно по торговым сетям, это видно по фармацевтике, это видно по туризму, там, агроэко. Там, то есть, все, что способно было сколько-нибудь независимо существовать, значит, я не знаю, строительство, кстати, точно так же. Последняя, наверное, наша конкурентная отрасль, она целиком частная, за исключением буквально нескольких государственных учреждений. И она, кстати, по ней очень легко можно следить о конъюнктуре. Сейчас они говорят, не хватает строителей. Почему? Потому что строители поехали наружу. Как это всегда бывает, когда у вас зарплаты в отрасли начинают отставать от зарплат в соседних странах. И Россия же всегда была. То есть, я помню, кризис 2011 года, это как раз именно была эмиграция людей максимально мобильных, вот этих вот бригад строительных в России. Вот. И, то есть, несомненно, какие-то ростки есть, но они все находятся поза, что называется, вот этим заповедником. Вот. А поскольку денег становится все меньше, и Лукашенко говорит о том, что, мы же настроили и модернизировали их, увеличив объемы производства. БМЗ, самый великолепный пример, они умудрились, значит, в ситуации, когда все в Европе, в Америке уже сталелитейная отрасль, она проиграла Азии, а тут еще и Европа, значит, вспомни, была же знаменитая история с реприватизацией в Украине. ArcelorMittal покупал, точнее, там отыграли назад приватизационную сделку, значит, при Тимошенко продали снова Арселору ее там за офигенные деньги, и это предприятие, по большому счету, проиграло конкуренцию Китаю. То есть, то же самое должно было случиться с БМЗ. БМЗ говорит, давайте построим еще один прокатный цех. Давайте. Теперь вы производите проката в 1,5 раза больше, а цена на него стала в 2 раза меньше. И что вы теперь будете делать? И теперь вы там останавливаете производство, освобождаете, значит, людей, сокращаете рабочую неделю и так далее, и так далее. То есть, и вот по мере того, как вот эта гигантомания, что рынок-то безбрежный, оказалось, что он очень даже брежный, и что вы по-прежнему продолжаете продавать то, что делаете по технологиям 80-х, 90-х годов, причем даже в самых передовых ваших отраслях, рано или поздно это перестанет продаваться. То есть, ниши постепенно сокращались. Это было видно, как в свое время трактор Беларуси рекламировался, да, что, мол, там, вы можете сами его починить, потому что там нет никакой электроники, там, с помощью
значит, пластилина, изоленты там, и всего вот этого, проволочкой там подтянуть, и вот он работает. Сейчас он уже так не ремонтируется, цена за это время выросла, и конкурентное преимущество пропало в том плане, что это можно купить дешево. Там, и все в этом. Ну да, велосипед Аист, он вообще был вечный, только сейчас он никому не нужен. Ну, в том плане, что он был везде, потому что не было других. Как только появились китайские, а потом начали собираться в России из китайских запчастей, тут же все начали покупать эти стелсы, потому что они были дешевле, абсолютно, они были легче, как бы, и по большому счету ничем не проигрывали тому же самому Аисту. Ну, вот и все. Ну, как бы, что вы будете дальше делать? Ну, тем более, что потребность в вечном велосипеде ушла. Ну, зачем мне на всю жизнь велосипед? Я через 3 года модный, красивый куплю. Кстати говоря, да, вот это тоже важная штука, когда действительно люди сейчас... Срок службы вещей стал короче. Вот, я очень сильно этому сопротивляюсь, но это невозможно этому сопротивляться, потому что телефоны просто у тебя там через 3 года, ты им не можешь уже пользоваться, хотя он был самым топовым еще и продолжает быть по своему хардверу, но тем не менее тебя заставляют покупать их новее и так далее. Ну, то есть у вас за это время у вас же теряются компетенции, когда вы начинаете просто превращаться в сборочное производство из этих самых китайских запчастей. То есть можно как Снабко хвастаться. Смотрите, они нам сколько вложились в эти технологии и с ними делятся, но это же их технологии. Вы же их создать не можете, эти технологии, сами. Вы можете ими пользоваться на уровне, как бы, ну, вам приедут китайцы, научат, все расскажут. Ну, вы даже не можете оценить их перспективность фактически. Ну, потому что огромное количество китайских технологий, которые вы брали, они все оказались... На излете, что называется. Или уже. Когда там же еще проблема в том, что скупой же платят дважды, как у нас происходило со Светлогорским ЦКК там и так далее. Давайте дешевле, давайте. А почему, значит, не работает? Ну, вы же хотели дешевле. Ну, то есть, это чудовищная, на самом деле, история. Эта история, вот просто то, что Лукашенко любит говорить бесхозяйственность, это вот она с него, с самого верху и начинается. И просто вот ты смотришь как бы длительный период, да, момента, скажем, с краха этой уникальной белорусской модели с 2011 года, они пытаются найти какой-то новый источники роста. Ну, просто когда они говорят, а давайте туризм и сферу услуг развивать. Ну, давайте. Но вы же только что рассказывали, что вы же сборочный цех, что у вас там офигенные компетенции, что с этим будем делать? А он говорит, ну, как что? Ну, надо найти деньги, чтобы как-то жило. То есть, надежды на развитие уже нет. Это прямо вот говорится на уровне Лукашенко. А давайте попробуем, чтобы там выросло что-то, чего мы еще руками не трогали. Хотя, на самом деле, уже тоже потрогали. Вот. То есть, это из серии как бы надежда на развитие, надежда на то, что какой-то рост будет именно в том, что называется, досталось, да, там, говорит, люди же там работают, мы же не можем их бросить. Давайте как-нибудь будем поддерживать их штаны какое-то время. Вот. А за это время давайте придумайте мне... мы же тоже понимаем прекрасно, что никакой туризм и никакой... Сфера услуг, кстати говоря, вполне могла бы быть источником роста, потому что, действительно, если смотреть на структуру белорусской экономики, то доля ВВП сферы услуг, она чрезвычайно мала. Но какой сферы услуг? Понятно же, что это не рестораны, не гостиницы, или что-то еще. Финансовые, транспортные, конечно, это, начнем с того, что там КБ проектирующее, да, инжиниринг. То, что всегда было в Беларуси in-house. То есть, это была удивительно неэффективная система, когда у каждого предприятия был свой проектирующий цех, да, были свои собственные инженеры, были свои собственные, те, кто занимались инсталляцией оборудования и прочего-прочего. То есть, можно было это все, аутсорсить. Соответственно, одна контора бы, условно говоря, получала... Не ты бы головной этого предприятия было бы твоим единственным клиентом и твоим акционером, ты мог бы это все предлагать наружу. Вот, кстати говоря, как они пытались это делать с добывающей отраслью, разведка и обслуживание. Вот то, что продавали... Здесь же пытались, собственно, и в ПВТ разрешили фактически Конечно. такие компании. Да. То есть, еще раз, да, если раньше в советском предприятиях был свой отдел IT, да, то, который там даже что-то разрабатывал, какое-то ПО, хотя это было на коленке и прочее. То есть, это... И вот эта вот часть, которую можно было бы выделить, она действительно большая. Вот, если действительно там еще люди остались. Это сейчас самый главный вопрос, потому что тут же проблема еще и чудовищной утечки мозгов.
При этом все абсолютно там экономисты провластные говорят: ребята, какая миграция, кем вы хотите заместить? Верните уехавших людей. Ну, мы же понимаем, что вернуть уехавших людей они не могут, потому что по той же причине, по которой нужно выбрасывать освобожденных людей. Да, потому что они же в их представлении угроза системе. Ну, слушай, если даже за прошлую неделю он, по-моему, трижды сказал, что мы пережили мятеж 2020 года. Ну, то есть это говорит о том, что он его не пережил, собственно. Ну, конечно, если он через 5 лет уже, и вроде бы он себе и новые выборы провел, но он про них моментально забыл, да. Да, у него же там основной аргумент, что тихо-спокойно. Все сейчас тихо-спокойно, выборы провели тихо-спокойно. Да, все, что тихо-спокойно сейчас хорошо, да, вот парламент у нас перспективный. Парламент тихо-спокойно, да. Вот, но, конечно, нет, он не пережил, несомненно, 2020 года, он понимает, почему это произошло. И это, на самом деле, самое главное политэкономическое противоречие. То есть, вот эта революция буржуазно-демократическая, которая случилась, она случилась именно потому, что вырос вот этот класс, который научился и умеет быть конкурентоспособным на мировых рынках. Мы это видим прекрасно. Все эти люди не живут на пособие или что-то еще, да, они создают здесь рабочие места. Они уже мировые компании построили. Платят налоги там, и так далее, да, вот. И что они к тому времени вошли в противоречие, как можно целую эту самую ленинскую, определение, да, революционной ситуации назвать. Это все будет абсолютно так. Низы не хотели, верхи не умели и не могли. Вот. Ничего им предложить эта система не могла. Ну, представь себе, вот выпускается программист, да, ему говорит: пойдешь на планар. Ну, хорошо, буду программировать там эти прицелы там для убийства или что там еще, да, что-нибудь в этом духе. Это в лучшем случае, где там еще хоть какой-то хай-тек. Кстати, я думаю, что военное производство сейчас, и, кстати говоря, благодаря частному капиталу, в принципе, дроны же белорусские, как ни странно, они довольно конкурентоспособны. Ну, в данном случае это такое сомнительное достижение, на самом деле. Сомнительное. Примерно так же, как Россия похвасталась на, Дальневосточном экономическом форуме, что она стала мировым лидером по производству протезов. Да. Ну, это, конечно, я к тому, что эти все достижения, они не от хорошей жизни, но, в принципе, эти дроны, они же, в общем-то, двойного назначения. Ну, не все же должны нести этот гранатомет и там в условиях города. Это, кстати, самая передовая наша разработка, вплоть до того, что на основании ее Россия сделала свой ударный дрон, то есть там было сотрудничество буквально с... Некоторые даже называют его клоном, то, что Россия выпустила. То есть вот эти вот вещи, опять же, это частный капитал. Слушай, и с этим справится расширение санкций и сокращение оборонзаказа российского. Абсолютно, да, потому что рынка... сколько у нас было попыток внедрить точное земледелие? Помнишь, у нас даже стартап такой был, который по всем ездил, рассказывал, он говорит: зачем мне это надо? Мне сами называют, когда сеять. Райисполком у меня есть для этого. Когда, сколько калийных удобрений там, и фосфорных на единицу площади повесить там, и так далее, и так далее. Ничего мне этого не нужно. Слушай, а в какой момент это все случилось? Я не буду спрашивать, кто в этом виноват, да? Вот в какой момент стало понятно, что, похоже, нет. Вот конец модернизации? Нет. Понимаешь, конец модернизации – это примерно 15-й год же, да? В принципе, там стало ясно, что нет новых идей, но все равно общее ощущение, что, вспомни же, они же именно когда стало ясно, что не получается модернизация старых предприятий, они же куда бросились? Снова второе издание освобождения предпринимательской инициативы. Абсолютно. Плюс 17-й год, это прошел период, когда они поняли, что сначала же нужен был 12-й, 13-й, когда 12-й спасли ожесточители-разбавители, проблема была заретуширована. В 13-м году, в 14-й кризис, тем, что нет, ребята, вы, если ничего не сделаете, вы будете вечно повторять эти макроэкономические кризисы, надо что делать, сами мы не можем. Давайте, обратимся к предпринимательству. И он, этот декрет 7-й, он был прямо там с радостью воспринят. Понятно, что он был половинчатый и так далее, но там огромное количество было просто тупых регуляций, было убрано, да, там можно было открывать магазины, можно было открывать кафе,
в встроенных помещениях там, первых этажей и так далее. Ну, то есть то, что вот видим мы везде, и то, что невозможно было там, в Беларуси и так далее, и так далее. После этого, если бы не вот эта криптовалютная эта часть, то хороший был бы декрет, значит, по ПВТ и так далее. А потом выяснилось, погоди, так это же мы вырастили целый класс, который от нас не зависит. Да, который... Ведь вся система политическая Лукашенко заключалась в том, что он должен быть единственным источником дохода. Пенсий, там, этих... Ну, короче, надо благодарить. А тут люди, которые неблагодарны, типа, сами сделали. Да, что это такое? Значит, они тут на улицах ходят, мне революцию устраивают. И на этом все закончилось. Тем более мы им чуть школы с университетами не отдали. Ну, ты представляешь, что было бы? Ну, я не уверен, что они бы их, конечно, взяли. Там, скорее, это коснулось бы каких-то отдельных... Кстати, я буквально вчера вечером читал статью на Дивбае о том, что, как люди говорят, как изменилось образование в IT. Да? Если раньше там на РТИ было целые классы, которые спонсировались отдельными лабораториями, спонсировались вот этими... То есть, это не университет, но это все равно. Ты вкладываешь деньги в те технологии, специалисты которых тебе потом будут нужны. Значит, а не вот это C, там, Java, ну, то есть, вот то, чему там учат, и программирование сайтов, там, HTML, там, и CSS. Вот. Значит, а теперь, говорит, там никого нет. Там даже преподавателя не осталось. Там вчерашние студенты теперь преподают. Ну, то есть, это с чем связано? С тем, что заказчики, как бы, ну, то есть, они либо не нуждаются, потому что ты либо работаешь набор на заказ, либо все уехали, значит, работают дальше. А могли бы оставаться, но, значит, из-за политических событий нет, не могут. Вот. Ну, то есть, и этот был период, потом выяснилось, что он противоречит политике, и как только стало ясно, после того, как, типа, всех побили, всех разогнали, там, выходите из-под плинтуса, ну, как бы... И стало ясно, что в этой системе просто ничего не будет работать. И вот пример, я бы сказал так, что вот этот феномен, когда просто махнули рукой, то есть некоторое время еще пытались, ходили, там, бились головой там, стену и говорили, что не, ну, блин, ну, это же бред, когда такая зависимость от России, вы там всем рассказывали про многовекторность, а теперь у нас только там единственная надежда, значит, деньги получить и туда это все продать, а у нас же это гигантомания, мы же вырастили это так, что нам, значит, все эти предприятия, они требуют мирового рынка, а не только российского. Вот. И через какое-то время, в общем, стало понятно, что, ну, такие, ну, окей, ну, значит, а какой смысл предлагать, если все встречается в штыки и словами о том, что вы там, значит, может быть, какую-то подрывную там устои там, и все вот это вот. А про то, что я рассказывал, вот анекдотические как бы случаи, то есть отдельные примеры, которые свидетельствуют о изменении настроений, это чуть больше года. Это буквально свежее, это совершенно свежее изменение, когда, я думаю, еще, я бы даже сказал, что последним ударом были вот эти ненужные выборы, когда Лукашенко таки в последний момент решил все же в них участвовать, как он говорит, меня уговорили. На самом деле, конечно, он ждал, чтобы его уговаривали, но это уже не очень важно. А важно то, что... Еще раз, вот 2020 год ведь он был про что? Почему такое количество людей решило в выборах поучаствовать? Идея же была не в том, что Лукашенко свергнуть там или что-то еще. Идея была в том, что надо что-то менять, потому что иначе мы движемся в сторону загнивания. Если ничего не поменять, то, значит, надо валить. Вот было общее настроение. И если не мы, допустим, мы старые, то детей надо точно... Значит, вы там уже сразу абитуриенты чужих университетов. Там, значит, да, откуда у нас такое сокращение набора? Да. Это же не только демография. Это просто никто не считает нужным там учиться. Потому что потом тебе сколько там... До 15 лет на одном месте сидеть. Абсолютно. Вот. Если платно, то уже на Западе, а если бесплатно, то слишком рабство. И просто когда те же самые люди, которым Лукашенко говорил, ну, представь, он своему собственному аппарату, он же вел избирательную кампанию среди своего собственного аппарата. Он говорил, потерпите меня еще 5 лет. Ну, все-таки, в принципе, конечно, говна много случилось, крови пролито. Павел Владимирович, он до пенсии не дотерпел. Хотя полгода оставалось. Ну, тут Павел Владимирович, это на самом деле... Я уверен, что Лукашенко недооценивает степень влияния на моральное состояние госаппарата истории с такими людьми. Так обойтись человеком, который в самое сложное время тебе там... Вот это как Набиуллина, которая единственная, кто спасала всю экономику, так вот, считаю, он тебя спасал всю макроэкономику белорусскую. Да, если кто помнит 2014 год, да, когда в России уже все упало, а в Беларуси кидались в топку резервы и сжигались. Когда он там рассказывал, что не надо гнаться за российским... Ну, короче, да. Это человек, который спасал тебя в самые критические моменты. И вот эта благодарность...
Ну, то есть, причем в издевательской форме. И все такие, да нахрен нам это надо? Зачем мы будем в это вкладываться? То есть, он просто... Он не понимает, как много ущерба наносится вот такими как бы знаковыми вещами. Так вот, я к тому, что... И вот все такие, ну, хорошо, ну, может быть, еще 5 лет. А он говорит, нифига. Я даже на ВНС не пойду. Я это. Все такие, ну окей, все. Все. И вот это настроение, оно прямо... Даже по разговорам, как бы, по каналам, которые еще сохранились... Там поменялось даже содержание этих разговоров. То есть, если раньше это были разговоры... Нет, ты не все знаешь. Я тебе расскажу, как на самом деле дела обстоят. Что мы делаем на самом деле. Да. То сейчас это разговор, слушай, а что будет потом? Ну, как бы, когда это все... То есть, вот вопрос. То есть, теперь не мне уже, значит, новую информацию для размышления, а такой, ну, то есть, как бы, что будет после того, когда это все закончится? Ну, причем закончится не в том смысле, что Лукашенко скажет, все, теперь все по-другому. Нет, когда это все развалится. Вот, то есть, вот это сейчас настроение людей. Ну, и я объяснил, почему так произошло. Да? То есть, он сам собственными руками все это создал. Такие, ну, еще 5 лет. Хорошо, давай мы подождем 5 лет. За это время наша задача спозиционировать себя, значит, либо политически, то бишь иметь возможность, значит, влиять на события, которые будут после Лукашенко, либо экономически поучаствовать в следующем переделе, для которого уже прямо сейчас начинают готовиться институциональные правовые условия. А на самом деле будет, как это всегда происходило, будет слияние власти и, значит, экономики. И если уже можно даже попытаться, скажем, рискнуть сделать прогноз на будущее, постлукашенковское, после всего вот, значит, краха этой экономической и политической системы, мы, к сожалению, получим корпоративистскую систему. Вот это уже настоящий будет захват государства, когда вот эти новориши, ну, или кто сохранил, значит, кто сейчас нарабатывает связи с местными органами власти с помощью, для того, чтобы потом эту собственность переделить, там, значит, благодаря там, судам арбитражным, там, делам по банкротстве там, и прочее, как это все делалось. Не зря же сравнивают это с 90-ми, только 90-е они двигались вперед, и рынок мировой рос, а это будет движение назад, и рынок мировой схлопывается для нас. После этого, вот это, кстати, я бы напомнил слова Михаила Владимировича Мясниковича, который когда-то был фактически главным человеком, олицетворявшим собой чиновничество. Он проговаривал интересы, и он говорил, что наша задача будет сначала провести экономическую либерализацию, а потом политическую. Не вместе. Хотя как бы всеми уже доказано, что это одинаковый процесс. Одно, которое проводится, например, экономические реформы, которые проводятся без гражданского контроля, приводят там, к одним последствиям, политические без экономических к другим, как это было в перестройке и так далее. Но смысл будет в том, что он четко выразил свои интересы тех, у кого есть деньги. А Михаил Владимирович был одним из самых богатых людей Беларуси в то время, если не самым богатым. То есть, мы сначала захватим, как сказать, командные высоты, после чего введем демократию, и это будет уже наша демократия. Это будет выглядеть как демократическая страна, но при этом точно так же будут отсутствовать вертикальные лифты и возможности для людей, которые не встроились, вот эти госкорпорации или что там образуется после этого, финансово-промышленной группы. Значит, а при этом весь мир скажет, окей, все нормально, это хорошо. Слушай, ну, суверенитет Беларуси при этом сохранится все-таки. Потому что тут еще один риск висит над нами. Я постоянно говорю о том, что надо четко понимать, о каком суверенитете мы говорим. Потому что суверенитет Лукашенко – это не равно суверенитету Беларуси. Лукашенко живет... Почему, собственно, буржуазно-демократическая революция? Он живет в феодальной системе, где он представляет себе, что суверенитет есть суверенитет, равно суверенитету монарха. То бишь, никто не должен вмешиваться в его право творить беззаконие на своей собственной территории. Вот понятие его суверенитета. Это не соблюдение международных норм, там, значит, не права человека, ничего. Я полноправный правитель. Это не суверенитет как бы народа,
новый концепт, который, собственно, новое время и начал, начиная там с французской революции и так далее, когда стало понятно, что не божественное, не монархическое, наследное, то есть никакие другие инструменты легитимности не работают, кроме как исполнение воли белорусского народа. И у нас же какая новая интимная связь, да, как пропагандисты говорят, сидите и, типа, жрите, что вам сверху спускают, да, ну, то есть это вот как бы новое, это вот самая связь уникальная с белорусским народом. Поэтому смысл этой революции как раз и был в том, чтобы избавиться от этого, значит, суверенитета монархического, перейти к республиканскому суверенитету. Скорее всего, мы именно в этом смысле его и получим. Просто, ну, то есть я к тому, что я не верю ни в какое поглощение, вот серьезно. То, что Беларусь будет сильно к тому времени привязана регулятивными российскими нормами, это абсолютно точно. Потому что в конечном счете, какая власть сейчас самая важная, вот мы посмотрим, если на Европейский Союз, это же регулятивная империя. Да? То есть, если ты вступаешь, то ты начинаешь все действовать по этим наработанным стандартам. Сейчас эти все интеграционные процессы, они ровно под это заточены. Подогнать все под вот эти российские стандарты, это, конечно, будет довольно серьезный вызов после этого, потому что сама Россия, я не вижу в ней, в том числе, там, каких-то перспектив. Она, несомненно, войну эту проиграет. Это будет для нее очень серьезный удар и для общественного сознания, для класса управленческого и так далее, и так далее. В общем, это будет очень тяжелый период. Им просто будет не до нас с одной стороны, а с другой стороны я напомню просто одну очень важную вещь, почему я всегда говорил о том, что не так сложно в действительности сохранять суверенитет от каких-то нападок, знаешь, там, а вот давайте мы вас завоюем или включим. Гораздо страшнее вот это вот ползучее, значит, опутывание вот этими регуляциями. Почему? Потому что для общественного сознания Беларусь всегда была последним союзником. И все методички, давайте мы применим то, что мы делали по отношению к Украине, ну, типа, там, значит, запрещают русский язык, там, значит, православие, там что-то еще, там, значит, там бандеровцы какие-то. Ну, в общем, весь этот бред не работал. И все торговые войны даже, ведь они заканчивались с Белоруссией когда? Когда попытки объяснить своему собственному российскому населению, значит, а какого черта вы поступаете с Белоруссией как с врагом? И она на этом всегда и заканчивалась. Начиная с молочных, газовых, там, каких угодно. Помнишь, окопа гнили, вот абсолютно. Это все. Да. То, что вот Семашкин плач. Это же, на самом деле, не Лукашенко придумал. Это Семашкино изобретение. У них это так и называлось. Жанр Семашкин плач. Ехал и рассказывал. Значит. Да. И глаза вот эти, которые у него же лицо, у него это же эмоция, лицо уже превратило в застывшую эмоцию вот эту, да. Вот, поэтому я не верю в это поглощение по той простой причине, что, ну, как бы это... Ну, то есть, если ты так много усилий тратишь на то, чтобы рассказать, что Украина антироссия, и поэтому мы так должны с ней действовать, хотя, на самом деле, тут нет прямой причины следственной связи, да, из серии «мне что-то не нравится, я пойду завоюю», ну, значит, то с Беларусью так не получится. И, в принципе, существование вот такого... понятного русским режима, который образуется, а он будет напоминать, в общем, ту же семибанкирщину. Ну, только там, может быть, будут не банки, потому что банки у нас слабо капитализированные. Ну, в общем, у кого-то же деньги будут, правильно? Там же не зря же в Дубаях там наши хабы, там эти, значит, торговые, посреднические и прочие все эти истории, где деньги хранятся. Ну, вот, как бы, они и сейчас возвращаются инвестициями, но просто у людей... которые возвращают эти деньги, у них очень специфическое представление. Они же ничего не умеют. Они умеют строить торгово-развлекательные центры. Этих торгово-развлекательных центров уже столько настроили, что там они, значит, ничем не заполнены. А куда еще вкладывать? А у них нет другого представления. Вот это вот они себе только и умеют. Слушай, а вот про это, собственно, вопрос. К тебе как специалисту по Лукашенко. А вот во что он сейчас верит? Да? Вот это требование от Нацбанка. Слушайте, ну дайте мне какой-то проект. У нас даже ЗВР есть. Вот видишь, я деньги даже нашел. Да? Ну давайте, вот последняя попытка. Вот что-нибудь вот куда-нибудь кинем, такой быстро окупаемый. Смотри, такой, вот... ситуация у него какая? Я вижу постепенное нарастание истерики, связанное с тем, что он понимает, что время уходит, и он понимает, скажем так, он еще находится в режиме торга в этой ситуации, ну, как бы с собой, но просто он понимает, что своими киданиями за схемочками
вот этими вот, знаешь, как он же такой персонаж русской мифологии, вот который на печи лежит, но надо, чтобы по щучьему велению, вот один какой-то проект, который позволит нам жить как Дубай. Вот если бы у нас это было, у нас было бы вот это, вот новое не, все это постоянно найти. Ну, он понимает, всей что... жизни, да. И вот он понимает, что ему уже как бы осталось немного, Всё и, меньше. собственно, белорусскому его проекту все меньше. И поэтому желание найти какой-то уникальный проект, который за 2-3 года решит все проблемы, ну, все, что ты найдешь, это, значит, а давай, Буратино, ты закопаешь свои золотовалютные резервы на поле чудес. Ну, потому что других тебе людей не придут в той интеллектуальной и психологической атмосфере, в которой ты сейчас находишься. Они тебе скажут, помнишь, как был такой позабытый уже жулик Эйден, который рассказывал, что а давайте мы вложим золотовалютные резервы в высокодоходный рынок Форекс. Вот сейчас ровно на таком же уровне и появятся идеи. Ну, то есть, как это, бил не за то, что играл, а бил за то, что отыгрывался. И вот это сейчас ситуация, когда у тебя математическое ожидание твоих инвестиций отрицательное, но ты готов вставить на красное огромную сумму в надежде, что ты выиграешь. Вот где он сейчас находится. Говорят, обещали еще проект ПВТ 3.0 и даже не бить тех, кто в него придет. Скажем так, вот так, как раньше, мы делать больше не будем. Да? Ну, кто же тебе больше поверит? Ну, то есть, мы же все знаем, что вся эта система работает по принципу, значит, вы же даже не можете как бы стричь, а не резать. Вот же в чем проблема. Вы же можете только резать. Ну, вот, и накопление... Опять же, еще раз, вот этот вот институциональный опыт, ну, мы знаем, как было раньше. Но мы уже просто не верим в это. Ну, то есть, как бы, может быть, и найдутся какие-то люди, с которыми скажут, ну, попытайтесь. Но еще раз, ситуация ровно такова, что чем дальше, чем меньше ему будет оставаться, значит, на этой земле, тем больше будет желание вкладываться в абсолютно, ну, то есть, максимальной грязью проекты. И понятно, что придут не вот эти люди, которые там мы бить не будем, а придут международные жулики, ну, потому что, или свои. Ну, потому что никакого другого проекта, который за 2-3 года решит ему все его проблемы, ему никто не придумает. А сейчас он находится именно вот в этой ситуации, в надежде на какое-то чудо, и, конечно, найдутся такие люди, которые это чудо будут продавать. На этой замечательной ноте мы заканчиваем программу, ждем 30-й год. С вами был аналитик Сергей Чалый и журналист Ольга Лойко. Спасибо, что пригласили. Да.